Всем доброго времени суток. Закончил очередной большой проект изготовления бетонного завода. Полностью конструкция выполнена из подручных материалов. Использовался пластик, прутки пластиковые, наждачная бумага, проволока. И вот так выглядит он на макете. И теперь я расскажу подробнее, как и что я делал. В качестве основы я взял статью Build Consolidated Concrete, опубликованную в брошюре Seven Industries You Can Model. Здесь для масштаба HO, но есть вот планы, в общем-то нетрудно перевести их в нужный масштаб. И также в статье описан процесс изготовления каких-то вещей, вот, фотографии даны. Описана технология. И вот на основе этой статьи я делал сам завод. Значит, для изготовления использовался обычный пластик, дальше рифленый пластик и пластик под кирпичную кладку. Значит, кроме того, вот различные прутки, томиевские, эвергриновские. Также использовались реечки деревянные, круглые и квадратные для изготовления бочек и вентиляционных труб. Для кровли использовалась вот мелкая наждачка 800-я. Для окраски я использовал томиевский грунт белый. И для старения использовал пастель и вот такую ржавчину. Значит, она из себя представляет просто как бы порошок, который в водичке разбавляется и потом уже наносится на модель. И теперь подробнее расскажу уже в деталях. Вот готовый блок силосов и верхнего транспортного здания. Блок выполнен практически весь из рифленого пластика. Как само здание, так и конвейеры и силосы. Силосы я делал из полосок, нарезал на полоски, потом сворачивал их в кольца при помощи фена на трубе подходящего диаметра и потом склеивал уже в трубу. То есть вот здесь 4 кольца, на них были вырезаны вот, как бы имитация листов, и со смещением с некоторым они склеены. Для кровли здания использована мелкая наждачная бумага, а также силосы сверху вырезан из пластика круг при помощи циркульного резака, вклеен и сверху наклеен здесь песок, который потом покрашен в серый цвет, цвет бетона, цемента. После того, как силосы склеены были, я вырезал еще отверстия здесь и вклеивал здесь как бы технические двери из обычного полумиллиметрового пластика. Вот так выглядит этот блок. Здесь отверстия для конвейеров, которые пойдут к зданию миксера и к нижнему транспортному зданию. Для изготовления здания миксера использовался обычный пластик, пластик под кирпич и рифленый пластик. Вот стены здания выполнены из обычного пластика, но предварительно на нем ножом
с отломанным кончиком нацарапаны вот такие полосы, которые имитируют как бы монолит, залитый в деревянную опалубку из досок. Значит, лестница сделана, ограждение лестницы из проволоки спаяно. Сама лестница это серпянка покрашенная. Дальше трубы сделаны тоже из проволоки. Толстая труба сделана из литников, из кусочков литников. И также здесь вот труба также сделана из кусочка литника. Значит, бочки сделаны из деревянного прутка круглого. Сейчас попробую показать, насколько будет видно. Вот ребра на бочке, вот одно и второе, они сделаны из ниток. Дальше, значит, вентиляционные трубы сделаны из деревянной рейки. Мачта опорная выполнена из пластикового бруска миллиметрового. Окна, значит, вырезался прямоугольник, потом вклеивались миллиметровый пруточек квадратный, и с обратной стороны здесь вклеен пластик и вот наклеены как бы жалюзи, распечатанные на бумаге. Вот ограждение балкона также сделано из проволоки, перила. Лесенка сделана из бруска 1,5 на 2,5 мм, и они наклеены друг на друга вот так, чтобы получилась лестница. Бочка сделана из пластика. Кровля выполнена из наждачной бумаги мелкой. И конвейер из рифленого пластика. Вот таким образом выглядит здание миксера. Конвейеры выполнены из рифленого пластика с 3 сторон. И с нижней стороны я использовал остатки пластика от стен. И хорошо имитирует деревянный настил. И также здесь из полосы сделан как бы каркас. Ну и какие-то связывающие бруски из миллиметрового прутка. Значит, этот конвейер он пойдет от силосов к нижнему зданию. Также я буду уже склеивать, когда все это будет стоять на месте. И нижнее транспортировочное здание. Значит, ну, вот, склеено полностью из пластика. Вот как бы кубики такие, здесь скошено, и отверстия для конвейеров. Вот таким образом оно будет закреплено, и здесь как бы разгрузка автомобилей предусмотрена, и здесь будет разгрузка какая-то с железнодорожных путей. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Впереди будет еще много интересного. Пока-пока.